Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что скрывает ваше будущее? Какое внезапное событие вам, быть может, предстоит, и оно перевернет всю вашу жизнь? Может быть, что-то произойдет такое, дай бог, восхитительное. Или пусть это будет то, что радостное, какая-то новость. Мы пока не знаем, еще карты не открыли. Вот давайте с вами и узнаем, по крайней мере, с какой областью жизни или сферой жизни это будет связано. Но выполним вначале сигнификацию. Постараемся сделать ее кратко, кто сегодня пришел на наш расклад, кому сегодня карты раскроют как раз все тайны будущего. Какие тайны? Может быть, вы сейчас об этом не предполагаете. И на самом деле что-то будет происходить. Я, конечно, не исключаю, будем реалистами, я всегда об этом говорю. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И ведь, надо сказать, иногда у нас как раз начинается что-то криво, косо, непонятно, а внезапности или неожиданности они порой нас ставят в тупик. Но потом как-то шаг за шагом выравнивается ситуация, мы понимаем, зачем все это было нужно. Итак, кто вы? И наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какой возраст, всегда об этом говорю. Вот вы сейчас чувствуете себя, может быть, словно в каких-то оковах, кто-то словно в западне. Восьмерка мечей, да, я называю часто картой искаженного восприятия, но что мы чувствуем? Что вокруг какие-то заборы, преграды, буквально связаны руки, нам девушка тут изображена, но самое главное, наверное, повязка на глазах. Вы сейчас находитесь в том сложном, наверное, периоде жизни, когда вы, возможно, и это отличает, наверное, вас, кому подойдет расклад, вы не видите выхода, мои дорогие. Не видите выхода, потому что, возможно, много раз что-то пробовали, как начинали с нуля. И, ну, может быть, даже кто-то сетует на судьбу, что же это меня все время отбрасывает как будто назад. Вполне вероятно, вы недавно услышали какую-то новость, или пусть это касается окружения, или людей знакомых, с кем вы контактируете наиболее чаще. Иногда по пажу идет, ну вот и наша семья или наши дети. Может быть, вы один или одна, а дети уже взрослые. Какое-то решение могло быть у вашего взрослого даже чада, да, или это пусть человек, с которым вы тоже, ну, наиболее часто контактируете, он вам сообщил что-то. Но это, знаете, вот смотрите, да сложно вам, давайте прямо скажем. Вот кто пришел на расклад? Да те люди, которые, может быть, что-то вас и порадовало, может быть, что-то и вдохновило. Вроде надежда есть, да? Потому что, ну, может быть, кстати, вам кто-то и помогает. Помогает, может быть, так чисто эмоционально вас поддерживает, ну, не давая вам совсем хандрить. Но восьмерка мечей, десятка мечей абсолютно не говорит, что вы-то сами сейчас находитесь на воодушевленном каком-то эмоциональном подъеме. Совсем нет. Возможно, это вы настолько от чего-то устали. Вы сейчас готовы, как знаете, не просто отказаться, а как разломать какую-то ситуацию. Наоборот, знаете, вот как фраза «готов с чем-то проститься», возможно, даже с тем, что когда-то было дорого. Но именно теперь я хочу завершить, чтобы оно меня больше не мучило. Вот что вы чувствуете. Здесь есть, конечно, мечи, всегда аналитика, безусловно. И у кого-то ситуация, когда меня смотрят люди из разных стран, и я знаю точно, что у многих из вас сейчас сложная ситуация, причем по десятке пентаклей. Тут может быть сложная ситуация и по дому, или по недвижимости, по жилью, непонятное что-то, да, или тысяча каких-то неопределенностей. К тому же, может быть, проблемы с работой, проблемы с деньгами, проблемы в семье. А что это такое? Вот вообще уже так отстраненно от сигнификации. Как это может быть так, когда на человека, ну, по всем сферам жизни, вот нашего благополучия, именно по материализму будем говорить. Материальность – это реальность, по сути дела, наша. А тут все какие-то сплошные минусы. Может быть, и есть какая-то новость. Но либо вы настолько устали от преодоления каких-то множества преград, что вы уже, да в хорошее кто-то не верит. А тем не менее, посмотрите, десятка пентаклей. Все же тут есть повод быть оптимистом. Мои дорогие, наверное, у вас сейчас
Это правда, может быть, иногда из-за усталости, вот, ну, когда такие две карты. Это состояние души, когда, знаете, кажется, света белого не вижу. Ну, это условно, конечно, будем говорить. Но когда почему-то в вашем сознании, скорее в данную минуту, может быть, когда вы открыли расклад, и я вполне допускаю, что вы человек-оптимист, вы человек-труженик как раз. Более того, вы еще и реалист, я должна сказать. Когда вы сами преодолевали долгое время действительно какие-то препоны, как постоянно, может быть, для вас это движение в гору было, да? Когда нет остановки и сил-то, по сути дела, нет, и как какую-то кардиотренировку жизнь задала на далекий срок, без возможности передышки, вот что-то такое. Когда случилось одно, потом следом еще что-то, и когда вот этот ком проблем скопился, когда вот, да, те сферы жизни по нашему благополучию, когда я перечислила, тут и правда, все что-то буксует, как и в личной жизни пробуксовывает, как, может быть, и с вопросами, не все решено по части недвижимости. В личной жизни тут тоже не скажешь. Вроде бы все это есть. Или есть ваше желание, есть и ваш труд, или ваши приложенные усилия. Но, скорее всего, ВОС и ныне там. Давайте я еще достану карты. Очень интересно будет узнать, что же скрывает будущее. Ну, давайте, что еще о вас? Кто вы? Где вы сейчас, может быть? Ага, вот где вы сейчас? Ведь эта карта очень часто символизирует саму по себе поездку. Может быть, это сложное состояние, потому как вы решаете, стоит ли мне куда-то ехать. Может быть, это у кого-то, кстати, новость совпала с тем, что... Или это как воодушевляющее, да, вот то, что вас как раз порадовало. Какой-то человек к вам едет, я такое тоже не исключаю. Для кого-то из вас, может быть, это как вторичный доход, и вы пытаетесь сейчас что-то даже изучать или рассматривать новые варианты дополнительного заработка, или пусть это пассивный доход. Ну, нужно что-то делать, вот. Именно что-то, пока, может быть, и непонятно конкретно. Все же по этой карте это первые шаги, хотя я должна сказать, это карта заслуженного успеха. Ну вот, видимо, нам показывают очень сильного, доброго, причем такого бескорыстного, скорее всего, человека, который вот в данный период жизни находится в очень сложном эмоциональном, как минимум, состоянии. И вроде бы и планы-то у вас есть. Опять же, вы в реальности живете. Но вот сейчас вы, скорее всего, думаете, как это мне собрать. И планы воедино или себя в кучку, словно, чтобы сделать эти первые шаги. Или на что-то решиться, вот правда. В вашей жизни что-то завершается, карта трансформации, мои дорогие. Но мы как раз находимся в преддверии, когда Уран у нас перейдет из знака зодиака Телец в знак Близнецов. Я не говорю на этом канале вообще о планетарных транзитах, но, видимо, сейчас есть смысл упомянуть, потому что меня ведь смотрят разные знаки зодиака, это общее видео. Но вот этот транзит Урана, он надолго, на 7 лет, заходом на 33-й год. И вот эти последние уже буквально дни, и неважно, когда вы открыли это видео, значит, какая-то ситуация действительно из прошлого. У вас она будет завершаться. А Уран, опять же, на каждый знак зодиака будет оказывать влияние, ну, на тот или иной дом гороскопа. Но трансформация неизбежна. Что-то будет меняться. Вы на пороге перемен. Поэтому, может быть, вам сейчас и несколько сложновато, если мы говорим, и реалист человек, и надежный сам, да, потому что по этой карте это ваша какая-то, может быть, была предшествующая помощь кому-то, а сейчас вам самим эта помощь нужна, как и материальная, так и, может быть, эмоциональная поддержка, а вот как будто опереться не на кого. Может быть, кто-то и поддерживает, но вы понимаете, что это из добрых побуждений или из доброго отношения, может быть, и искреннего к вам. Но в реальной какой-то жизни, чтобы вам пришел и кто-то вот именно помог или дал дельный совет, скорее всего, нет. Придется идти самой или самому, как-то выкарабкиваться из этой ситуации именно в одиночку, мои дорогие, ну вот. И потребуется и мужество, потребуется и силы. Вы, вот поэтому, наверное, вы находитесь как в преддверии перехода между прошлым и будущим. Вполне вероятно, поэтому вы можете чувствовать, открыли это видео, пытаетесь найти ту зацепку или ту подсказку,
откуда вы почерпнете информацию, каким же образом все то, что происходит в моей жизни сейчас, будет трансформироваться вот именно в будущее события, в какую-то будущую историю. Но по 13-му аркану нам четко говорят, что ведь это что-то завершается. Трансформация всегда предполагает, что прежний жизненный этап, все, какие-то последние шаги вы делаете в прошлом, мои дорогие. И вы чувствуете, скорее всего, правильно, что что-то будет меняться. Поэтому для вас сейчас, ну, где-то как и правильная аналитика будет очень важна. Но я и должна сказать, много мечевых карт говорит о том, что, ну, вот, наверное, холодность суждений – это ваше все. Для кого-то из вас может быть ситуация действительно связана с деньгами, но очень часто в этой, по крайней мере в моих раскладах, вот когда выпадает рыцарь Пентаклей, я говорю, что вот в вашем окружении может быть человек. И вот, кстати, вы сейчас обдумываете что-то свое. И может быть кто-то из вас так вот в тайне, да, надеется, что, ну, вот один, может быть, только есть человек, который мне бы мог помочь. Ну, пусть это в каком-то проценте, в какой-то доле, да, или в каком-то совете. Но вы в этом сомневаетесь. Тем не менее, когда рыцарь Пентаклей выпадает, скорее всего, смотрите, еще один рыцарь. Вы знаете, вы буквально, может быть, недавно получили известие, или вы куда-то собираетесь отправляться. Все же это у нас рыцарь, это всегда активность и буквально движение. Или передвижение, перемещение, какие-то дороги. Либо к вам едет человек. Я могу сказать, надежда у вас все-таки какая-то есть, кто смотрит видео. Но в то же время кто-то из вас думает, это будет как заключительный аккорд наших отношений. Потому что предшествует аркан 13. Может быть, это даже будет, как знаете, сложная история, когда человек пропал, допустим. Ну, тут по разным причинам, я уже это не обсуждаю, как бы, да, но, может быть, правда, тут разные могут быть мотивы или разные причины, от объективных, так и субъективных, которые связаны с конкретным человеком, или, может быть, даже с отсутствием взаимопонимания. Ну вот, да, когда-то прежде, которое было у вас. Но я все-таки допускаю, что теплится надежда, мои дорогие, что вот-вот что-то будет меняться. Поэтому давайте подведем итог. Вы сейчас, скорее всего, чувствуете как раз, что вы на пороге перемен, но в какую-то сторону пойдет, да, как будут развиваться события, вы пока не знаете. И, скорее всего, тут скорее тот человек, который, если и надеется, то сам на себя. А если и допускают, что кто-то прийти на помощь может, то, возможно, вы думаете, а что от меня потребуют взамен, вот так вот, да? А тут нам независимый человек, это точно. По крайней мере, уставший от каких-то прежних оков, пут или каких-то непонятных качелеобразных ситуаций. Вы, я хочу сказать, вы знаете, вот с мужеством у вас сейчас полный порядок. Может быть, на вас оказывает влияние именно эмоциональное состояние, когда хочется именно завершить, чтобы оно тебя больше не мучило. Ну вот давайте будем раскрывать будущее. Это у нас колода Чиро Маркетти, поэтому, знаете, мы сделаем с вами так. Я достану колоду Ленорман, тоже Чиро Маркетти. Так что же скрывает ваше будущее? Давайте на этой колоде мы немножко раскроем, узнаем хотя бы сферы жизни, в которых будут происходить перемены, коль уж нам об этом карты достаточно четко об этом заявили. Какие же перемены грядут в вашу жизнь, что скрывает для вас будущее? Вот так вот, да? Но все-таки хандрить не нужно, правда? Ну, сложно себя заставить не думать о чем-то, да, или не окунаться в какой-то водоворот событий, мои дорогие. Вы посмотрите. Может быть, для кого-то из вас в первую очередь будут решаться вопросы по части дома, семьи, взаимоотношений, места вашего пребывания. Ну, конечно, аркан Солнца очень емкий всегда. Это как новое направление, это возможность. Вот что скрывает будущее, я все-таки допускаю с учетом аркана Солнца. Вам, либо вы сами что-то вот вы совершите, если правда вы на сегодняшний день пытаетесь
ну, разрешить финансовую ситуацию, то, поверьте, и вы будете ресурсны или как-то, знаете, вокруг вас будут складываться такие энергии, что возможностей для вас будет больше. Для кого-то из вас это совпадет с неожиданной новостью, может быть, от конкретного человека или получением бумаги. Еще одна карта, которая будет говорить, вполне вероятно, это личная жизнь или приезд человека, или ваш отъезд куда-то. Может быть, это переезд вот именно где вы находитесь, или ваши планы, где вы будете находиться. Ну, посмотрите, вообще у нас шикарные карты говорят о том, что да, не бойтесь что-то завершать, не бойтесь что-то менять, мои дорогие. Вот этой колоде, пожалуй, самые лучшие карты, они как раз у вас выпадают. И аркан дерева, эта карта символизирует и о силе. Причем не просто мы будем говорить о силе физической, а когда и поддержка, когда, да, где-то элемент есть дома, нашего места проживания, корни, семья, да, или стабильное состояние, но точно так же это наше здоровье, мои дорогие, приток жизненных сил, приток даже активности, да, вдохновения, но ведь всегда возможность. И здесь посмотрите, древо сферот, Чаро Маркетти прорисовал, и радуга. Как будто вам совсем скоро какая-то весточка поступит, но вы можете, кстати, в ком-то сомневаться. Посмотрите аркан леса. Но, пожалуй, это будет связано именно с тем, что вы вот в таком сложном состоянии находитесь. Вы не хотите, ну, никто не хочет, понятно, но, видимо, вы особенно. И вполне вероятно, это будет связано с человеком, с которым прежде была такая двойственная ситуация, которая напоминала игру, да, все-таки карта хитрости и обмана. И у вас есть повод кому-то не доверять. Более того, может быть, опыт, сын ошибок трудных, когда вы понимаете, что да, я когда-то верила или верил, или я уже что-то пытался предпринять, но вот и ныне там меня все равно как будто отбросило назад. И у вас-то вот сейчас что-то будет складываться совсем скоро, более чем хорошо. Как и по вашему продвижению, как и, может быть, по личной жизни, по вопросам дома. Энергия вот эта жизненная, она буквально к вам приходит. Но, видимо, вот этот минус из прошлого, с ним не так-то будет сложно проститься. И я допускаю, что вы можете не верить именно даже тому, что, ну, что-то в вашей жизни может быть со знаком плюс. Вот теперь я достану карты Таро. А почему это так происходит? Что за ситуация вас ожидает? Или давайте так и спросим, что же скрывает ваше будущее? И вообще, для начала будет правильнее спросить, а что или кто есть вот эта карта леса, какие энергии олицетворяет или человека. Ну вот нам выпадает персональная карта королева жезлов. Мои дорогие, здесь может быть двояко. У кого-то из вас это может быть, знаете, как страстная любовь, может быть, которая была когда-то. Возможно, и сейчас еще продолжаются отношения, но, видимо, не все так гладко. По этой карте вы подозревать можете конкретного человека, который может быть рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец, или просто имеет там асцендент. Не все, кстати, знают асцендент. Или просто человек находится в таких энергиях. С одной стороны, это очень сильный человек. Это тот человек, который и ресурсный, тот, который тоже непростой путь жизненный прошел, но он живет больше своими интересами. Он себе старается и умеет, у него это получается, ну, по максимуму сделать что-то хорошее. Почему? Потому что тоже какой-то сложный опыт он предшествовал. Может быть, это и вы сами где-то в этом знаке, да, находитесь или имеете асцендент. Тогда карта вам будет говорить, это тогда как метод, мои дорогие. От вас потребуется, ну, где-то быть вот этой хитрой лисой. Ну, правда, что сказать. Почему? Потому что по королеве жезлов это, знаете, в чем наши приоритеты? Две вещи. Уметь правильно работать с информацией, причем не соскользнуть там где-то на эмоцию, а именно найти достоверную информацию. И второй момент – правильно распорядиться деньгами. Может быть, это где-то карта будет говорить и о вас. Вот вам отчасти вот эта гибкость, хитрость, мудрость одновременно, она вам совершенно, это точно необходимо. Но если это связано с человеком, вы можете действительно не верить, а тем не менее туз кубков говорит о том, что в вашу жизнь идет, ну, буквально радость, счастье,
достаток, потому что рыбы изображены, всегда значение богатого улова или финансы, но точно так же и перемещение, поездка. Здесь может быть даже, знаете, в вашей жизни, что вас ожидает, что скрывает будущее. Тут вам, может быть, предстоит, в далеком будущем совершить куда-то переезд. Или ваш образ жизни может быть связан с тем, что вы сами будете, может быть, перемещаться, жить на два дома. Меня смотрят люди из разных стран, и это не говорит о том, что какой-то именно вы там задумали обман или... это вот именно обстановка, может быть, так будет складываться. Пусть это не каждого будет касаться, но вполне вероятно у вас сложится такой альтернативный вариант, когда вам даже кому-то, пусть не всем, может быть, и придется это именно рассматривать, потому что это сама по себе в чем-то идет возможность. Но если мы говорим, что это конкретный человек, да, которым вы думаете или не верите, все-таки карты таковы, что это ваше как бы восприятие, а человек в вашу жизнь как раз несет радость, мои дорогие. Но вы можете даже от этого отказаться, не случайно такая сложная сигнификация выпадала, потому как вы не верите. Не совсем у нас какой-то простой, обычный расклад получается. Ладно, так что же скрывает будущее? Что скрывает будущее? Чего вы, возможно, не видите? Пожалуйста, туз пентаклей вы не видите, правда. Что следом за одной, может быть, новостью, внезапной новостью придет еще какое-то сообщение неожиданное. И это может быть связано вверху у нас аисты, а это именно как пара, это гнездо. Это встреча с каким-то очень важным человеком. Но я, конечно, допускаю, что это может быть чиновник, к примеру, да? Или ответственное лицо, руководитель какой-то. Может быть, это те вопросы, которые через финансы или оформление недвижимости. У каждого по-своему перекладываете на себя. Но это может быть просто человек, который придет в ваш дом, неважно, через какую сферу жизни. И он вам тоже принесет какое-то сведение или для вас... прояснится какой-то вопрос, все-таки туз пентаклей, с одной стороны шанс, с другой стороны буквально документ может быть. И третий момент, деньги, мои дорогие. Все же я тут вижу, что либо ситуация так складывается, и у вас произойдет встреча с важной персоной. Неважно, у кого-то это через любовь в личную жизнь, а у кого-то это будет буквально через букву закона. Или через какую-то персону, которая наделена властью, которая может вам тоже каким-то образом оказать содействие, прояснить какой-то вопрос или помочь правильно оформить документ. Вот есть какая-то многогранная, давайте скажем так, встреча с конкретным человеком, все-таки аркан император. И как будто с этого момента вам придется свою жизнь организовывать иначе. Вот что скрывает будущее. Понятно. С учетом сигнификации, что ничего подобного вы не ожидаете. Вот хочется сказать, раньше в картах Таро, если солнце выпадало, всегда говорили: иди, дорогой, у тебя все хорошо. У вас же выпало в разных колодах 2 карты солнца. И я могу с уверенностью сказать, что вам сейчас, находясь в таком эмоциональном каком-то внутреннем раздрае, да, когда себя приходится, может быть, даже на что-то уговаривать, сложно представить, как может измениться ваша жизнь, а тем не менее, внезапная новость, внезапная информация, может быть, появление конкретного человека, или это не будет внезапным, да, уже будут какие-то договоренности, но тут явно, четко карты нам дают понять о том, что приходят в вашу жизнь какие-то события или конкретные люди, которые для вас проясняют. Все-таки Солнце – это карта ясности. Поэтому у вас будет вот это прояснение, мои дорогие. И вполне вероятно, как, знаете, новость какую-то вы получите, она вас может так, поставить в тупик, потому что, может быть, внутренне вы с чем-то не согласны, или у вас там какие-то планы, будьте готовы к тому, что вам придется корректировать собственные планы. Что же еще скрывает будущее? Шикарно. Карта сила. Посмотрите, ведь 3 старших аркана у вас легли буквально сразу. А первая карта шанса. Вам нельзя что-то упустить. Сложно трактовать старшие арканы, потому что чаще всего это событие внешнее.
Ну, как мы можем предполагать внешние события? Это буквально обстоятельства, да? Или изменения какие-то, которые происходят в законодательстве, например. Или когда происходят изменения в жизни конкретных людей, и это каким-то образом оказывает на вас влияние. Видимо, вы сейчас находитесь в том состоянии, когда вот вы, может, и предчувствуете, что вот-вот должно что-то измениться. А просчитать это невозможно. Именно потому, что как и это чья-то жизнь в первую очередь меняется, или меняются какие-то условности, как я говорила, внешние, в обстоятельствах, в ситуациях, может быть, в той стране и местности, где вы находитесь. Но для вас, даже если вам приходится себя организовать на что-то кардинально, что в ваши планы раньше не входило, а ведь это все для вашего счастья, для вашего солнца, для вашего благополучия, и по аркану сила – это ваши возможности. Раскрыть таланты. Что же еще скрывает ваше будущее? Вот, видимо, вам будет сложновато, вполне вероятно, что скрывает ваше будущее. Это вам сейчас кажется, что, ну, не вижу выхода. И я сейчас даже не знаю вообще, что меня может радовать, да, если опять же беру сигнификацию. Так вот, насколько будет меняться ваша жизнь, и вас это поставит перед выбором каким-то серьезным. По сути дела, я часто говорю, Солнце – карта выбора правильного направления с траекторией как минимум 6-8 месяцев. Поэтому вот отчитайте от этой даты. В течение последующих как минимум полугода в вашей жизни будут не единожды какие-то перемены. Наверное, пойти по той дорожке судьбы, которую вам как раз и открывают возможности или какие-то шансы. Видимо, может быть, и вам придется, я такое тоже не исключаю, что-то изучать. Или как будто себя на новый лад перестраивать. Конечно, мы тут можем от чего-то отказаться. Потому что аркан леса тут, я говорила, это с вашей стороны может быть тоже неведение. Может быть, и вам надо будет вот так вот просчитать, прежде чем сделать этот какой-то выбор важный. Но вы знаете, для вас движение сейчас буквально – это лучше, чем, допустим, ожидание, что завтра что-то вот само по себе изменится. Да, перемены будут, но давайте будем реалистами. Здесь может это звучать как какая-то новость. Вот об этом напрямую. Туз Пентаклей чаще всего это именно или бумага, конверт, сообщение, звонок или какое-то известие, когда вот именно возможность, она идет в вашу жизнь. Но это предполагает и вашу активность, мои дорогие. Давайте узнаем, что же за внезапное событие. Тут может быть, знаете, как и вы, вот, допустим, если меня смотрит мужчина, ну так, будем говорить, можем мы так отстраненно рассмотреть эти две карты. Все-таки император чаще всего мы олицетворяем как лицо именно мужчина, а это карта женской силы. Да, это карта женской силы, еще и критического мышления. Поэтому все то, что я говорила, где-то рационализм, да, или какая-то такая холодная более аналитика, может быть, вам и придется вот что-то обдумывать, потому что выбор может быть, который буквально у вас совсем скоро вам придется делать. Будьте к этому готовы. Может быть, и времени у кого-то не так много. Но я к чему? Здесь именно может быть пара. Пусть это даже для кого-то вопрос, когда вы решаете по документам что-то. Но тогда тут, скорее всего, не просто мужчина и мужчина, да, женщина и женщина, а тут именно противоположное, как бы пол. И это может быть, к примеру, даже связано с тем, что, ну, в этом будет тоже помощь высших сил, когда вам будет легче договориться. И неважно, кто меня сейчас смотрит. Хотя я точно так же могу допустить, что у кого-то через личную жизнь, я ведь там тоже говорила, что могла быть страстная любовь, мои дорогие. И, может быть, это тоже вот для тех, у кого совпадает как-то по сигнификации история больше с личной жизнью. Побудительный мотив у человека может быть именно возобновление с вами отношений, через те какие-то воспоминания, добрые моменты или добрые периоды, которые были уже между вами, они не дают покоя человеку. И тут будет одинаково какая-то польза, просто переложите ситуацию на себя. Как и для мужчины, так и для женщины. Какое внезапное событие вас ожидает? В чем? Вот так и хочется сказать. Но правда, приготовьтесь к переменам. Колесо фортуны.
Тут что-то будет складываться в вашу пользу. Причем это карта скорости. Вы не можете отказаться от этого. Вау. Еще и аркан справедливости. Я всегда говорю, это карта кармы. Это карты, да, причины и следствия. Но это буквально нам что-то идет по судьбе. У вас судьбоносные какие-то перемены. Как будто, посмотрите, а еще шестерка пентаклей. Мои дорогие, это вас высшие силы поддерживают. Ведь часто мы эту карту трактуем как помощь высших сил. Это, знаете, такой баланс, который мы умеем, равновесие это держать. Но и, наверное, в вашей жизни тот период, когда даже вот не бойтесь, если у вас сейчас, с учетом, опять же, вашей сигнификации, что-то завершается. Наверное, должно что-то завершиться, как освободить место для чего-то нового, да? А то будущее как будто пришло к нашему порогу, постояло, подождало и думает, ну нет, видимо, место занято. И развернулось и пошло куда-то, к кому-то другому, мои дорогие. Не упустить возможность. Договариваться придется. Но сама по себе энергетика, может быть, это у кого-то ближайшие дни, ближайшие недели, возможно, и ближайшие месяцы, как я говорила, 6-8 месяцев. Будьте готовы к тому, что в вашей жизни что-то будет меняться. Если мы говорили, что вам нужно решить вопрос по финансам, по этой карте вы сумеете это сделать. Я уже подробно не останавливаюсь на причинах или на методах, когда у вас это будет возможность. У кого-то это через бизнес, у кого-то через творчество. Да, ваша активность здесь нужна. Но я точно так же могу допустить, что это будет взаимодействие, взаимовыгодное взаимодействие, может быть, и с конкретным человеком. И вам, как в этом дважды, трижды, высшие силы помогают. Вот какое-то внезапное событие, но с учетом старших арканов сложно трактовать. Почему? Потому что, да, финансовое, какой-то, знаете, как прорыв. Или как, ну, какая-то возможность. Это точно будет. Но и ведь это может означать вот этот триплет, когда перемены и по законам у нас идут, а вверху аркан, император. Ну, может быть... И если вы планировали куда-то поездку, или переезд, или приезд к вам, может быть, соединение семьи, или наоборот для кого-то я тоже могу допустить, что, может быть, взрослые дети уезжают, а уже начинают самостоятельно жить. Самое главное, наверное, что вам от этого будет хорошо. Но где-то карты подсказывают, что то, что вы сумеете, может быть, оформить именно с юридической точки зрения, документально, причем не приблизительно, не на словах, а именно когда, имея документ, это будет какой-то гарантией на будущее. Поэтому здесь нельзя замечтаться или жить только обещаниями. Вот такая подсказка, мои дорогие. Чтобы нам как будто Вселенная потом мне предоставила еще раз своего рода экзамен жизненный, когда нам похожую ситуацию придется проживать еще раз. Вот сейчас наступает совсем скоро у вас доброе время. Куй железо, пока горячо. Или ухвати словно эту мечту, или воспользуйся этим шансом, возможностью. Мы иногда думаем, что, ну, есть возможность сегодня, я подумаю, а вот потом я буду решать. Сегодня предложили, ну, предложат и завтра. А вот тут такого не будет, мои дорогие. Поэтому не упустите какую-то возможность. Что еще за внезапное событие? По семерке мечей, ну, может быть, вам и карты говорят где-то. А вверху у нас карта дерева. Эта карта может, как я говорила, олицетворять семью, может быть, родственников, близких. Ну, вот сами по себе корни. Дальше идет аркан сила. И все-таки мне почему-то хочется сказать, будьте внимательны, что будут какие-то происходить события, и где-то там по сигнификации такой легкий намек был. Ну, пусть это ко всем не относится, но, мои дорогие, должна все-таки это сказать. Для кого-то из вас. Может быть, вот именно родственники какие-то, или люди, которые вхожи в ваш дом. Не все рады за вас, понимаете? Одно дело, когда нам транслируют, знаете, вот такое вроде сожаления, сидят тоже нам кивают, говорят, да, тебе тяжело и так далее. Но это не говорит о том, что принял вашу боль человек. Может быть, он в это время сидит и думает, да слава богу, что у меня такого или таких проблем у меня нет. Понимаете как? Так вот это я и веду речь к обратному.
что не все будут довольны, когда узнают, что у вас что-то складывается, вас могут отговаривать. Будьте к этому готовы, потому что все-таки 7 мечей нас все же заставляет, кстати, отчасти, оформить что-то документально, а не поверить только словам. Но точно так же я допускаю, что есть и люди, которые буквально вам могут ставить палки в колеса. И 9 мечей это подтверждает. Вы можете, знаете как, вы даже можете чем-то воодушевиться, а после этого, знаете, вот бывает такое, мы находимся в одних энергиях, мы чему-то рады. Возможно, вы стремитесь с кем-то поделиться, думая, что за вас кто-то искренне способен порадоваться. Так вот, внезапное событие, которое для вас складывается в плюс, для кого-то может быть в минус. И вас могут как-то отговаривать, или просто вам что-то говорить такое, что, ну, вас попросту огорчит. Будьте к этому тоже готовы. Ну, вот как-то, вот, может быть, именно поэтому вам сейчас так тяжело, потому как, ну, вот я как сам по себе или сама по себе. Пусть нам карты покажут те события, которые, может быть, вас ждут в ближайшее время, с чем вы столкнетесь. Какие события буквально у вас на пороге стоят и в последующем перевернут вашу жизнь, изменят вашу жизнь. С чем это будет связано или с кем? Вот где-то эту тему нам продолжают 5 мечей. Возможно, это люди, с которым был прежде конфликт уже когда-то. Они, скорее всего, себя как-то проявят. Точно, вот смотрите, 5 мечей, 7 жезлов. Видимо, карты, что изменит вашу жизнь. У вас глаза на что-то откроются. Или на кого-то. Вы участвовали в жизни, может быть, помогали кому-то. Участвовали долгое время в жизни каких-то людей. И, вы знаете, это воспринималось уже давно как должное. Вот сейчас вы встанете, и, может быть, вот этот выбор, почему для вас может быть сложным? Потому что, скорее, вы чувствуете груз забот в виде той помощи, которую вы все время кому-то оказывали. Или вы, может быть, ну, как бы, тут по-разному. У кого-то это материальная помощь, а может быть, это для кого-то из вас, когда вы временем, своей энергией участвовали в каком-то деле, а для вас-то там не было плюсов. Вот вам придется совсем скоро провести очень важные разговоры, вы к этому не готовы, поэтому, ну, где-то будьте с таким человеком, когда и с ним и помириться как бы сложно, и вроде бы нет, может быть, явной такой вот на сегодняшний день конфронтации, но вы допускаете, коса на камень может найти в любой момент, и как будто ситуация сорвется. Поэтому вот этот баланс вам все-таки придется выдерживать. Понимаете, вам нельзя как будто создать вокруг себя такую энергетику или ореол, когда где-то через зависть, пусть даже своими неправильными мыслями, да, то, что люди отправляют в пространство, это создается, ну, как сгусток энергии, который, хотим мы того или нет, ну, каким-то образом все равно оказывает на вас влияние. Или когда остается вот то, что мы говорим, осадок на душе, да, все же мысль наша материальна. И вот вам, когда люди из недруга, может быть, или из какого-то, ну, может быть, даже конфликта, пусть не станут вашими друзьями, но вы почетный компромисс какой-то найдете. Или какое-то среднее арифметическое, как с конкретным человеком нужно общаться. Или как конкретно вам нужно кому-то говорить «нет». Будьте готовы. Вот тут меняется настолько, что, да, глаза-то у вас открываются. Может быть, для вас это тоже будет неожиданно. Ого, аркан императрица. Пожалуй, последний ряд, потому что, посмотрите, первый аркан в колоде Ленорман – Солнце. Дальше у нас дом, опять же Солнце, помощь высших сил и старший, опять же, аркан императрица. Вот, видимо, надо сейчас императрице быть готовы к этим внутренним таким, может быть, сложным диалогам, как и с самой собой, так и это все-таки присутствует в реальной жизни. Вам нужно какую-то беседу до мелочей, может быть, будет продумывать. Или как красиво отказать. Вот все то, что я говорила, уже не буду повторяться. Но ведь для кого-то из вас, мои дорогие, не только вопросы дома. У вас на кону смена статуса.
Пусть это не за один день, понятно. Может быть, за 6-8 месяцев, как изменится ваша жизнь. Статус ваш изменится. И у кого-то это может быть связано с работой, с творчеством, с бизнесом, а у кого-то с личной жизнью, мои дорогие. Король кубков. И, к примеру, если вы сейчас в паре, может быть, да, и у вас ссора, да, почему-то же вы смотрите видео, то здесь будет больше взаимопонимания. Очень добрый такой дуплет у нас получается. Или помощь, может быть, близкого человека. Опять же выпадает рыцарь пентаклей. Это словно, может быть, и вы кому-то помогали, мои дорогие, а здесь конкретный человек будет помогать вам. Вот все-таки я больше вижу так. И, может быть, вы даже на это не рассчитывали. И, может быть, вы даже и не предполагали, что сложится именно таким образом. Тут, правда, у человека будет что-то меняться, да и у вас. Для кого-то из вас это может проиграться, может быть, и та история с конкретным человеком, который, ну, может быть, да, так вот отвлеченно немножко будем рассматривать. Возможно, это кто-то из взрослых детей, вот, к примеру, да, или из ваших вот ближайшего окружения, когда, может быть, и человек родной, но вот ему было сложно, вы кого-то поддержали, когда ему было сложно, а теперь он будет поддерживать вас. Или часть, может быть, как просто, да, какая-то конфронтация может сложиться, но все-таки в вашей команде, тут может быть команда из 2 людей, мои дорогие, а может быть и из 3, вот я такое тоже могу допустить, все-таки рыцарь порой показывает тоже вот именно как младшее поколение. Почему я это сказала? С учетом короля кубков, хотя чаще король кубков это, да тем более рядом с императрицей, но это тот человек, который вам приносит добрые эмоции, а может быть и какую-то взаимопомощь, взаимовыручку или общий какой-то интерес, но это все равно для вас будут определенные плюсы. Самое главное уйти от вот этих минусов, от конфронтации и где-то себе не навредить, мои дорогие. Это у вас как будто за спиной. Ну, а перед вами еще придется договариваться. Но с учетом таких внезапных перемен, правда. Давайте мы на ближайшее время спросим совет от карт. Что нам подскажут карты? Какой совет? Как действовать? Как быть, да, в ближайшее время? Сохраняй себя. Вот четко нам говорят карты. Сохраняй финансы. Может быть, ситуация будет у вас такая, что вам придется наблюдать. Наблюдать за тем, как люди, какие решения принимают. И самим придется держать вот это равновесие. Какой еще дадут совет? Здесь правильно взаимодействовать и с людьми, и с деньгами. Вот для вас, наверное, в ближайшее время это 2 основных как козыря. Может быть, не потратить буквально деньги. Все же 4 пентаклей больше карта жадины, правда? Поэтому мы тут на сохранении. Да и 2 пентаклей тоже говорит о том, что ты обойдешься 2 пентаклями. Ну, так условно. Как будто тут не это важно, а вот именно какие-то договоренности. Или выровнять вот это утраченное равновесие. Или, опять же, взаимодействие с каким-то человеком. Выпадало у нас уже королева жезлов, и вполне вероятно для кого-то из вас, пусть это тот человек, которого мы не отменим. Но всегда по королеве жезлов несколько на своей волне она. Поэтому допускайте, что вам могут всей правды не рассказывать. Где-то юлить, хитрить могут люди, и не случайно у вас выпадает аркан лисы. Так может быть и вам где-то карта тоже говорит, для тебя необходимо быть точно в таких же энергиях. Удивительно, что это именно карта выпадала к лисе, когда мы немножко раскрывали. Но если вы помните, следом была карта туз кубков. Вот для вашего счастья, для вашего блага придется держать некоторое равновесие. Как и финансовое, так и буквально себе не навредить. Потому что очень добрые события, энергия идут в вашу жизнь. И вам совсем скоро придется этим воспользоваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь, поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.